Всем доброе утро. Мы сегодня хорошо выспались. У нас прекрасное настроение. Мячик у нас новый, который мы боялись и гавкали. Ну вот, наконец-то мячик все-таки мы перестали бояться. Мы теперь его берем в пасть и ходим с ним везде. Ой. Играемся с ним. Да, вот так вот мы ходим, носим его туда-сюда, туда-сюда. Где он там, этот мячик? Гоняем его под кроватями. Бери его, бери, не нервничай. Возьми его в зубки и вытаскивай из-под кровати. Нет, не нервничай. Вот, возьми и вытащи. Все, понес, понес. Первое время вообще его боялся. Играйся, играйся. Дракона грызет пластмассового. Ну, уже потерял к нему интерес. Вот эта косточка, девочки и мальчики, очень неплохо. Вот эта косточка очень неплохо для щенков. Нравится она ему. Ну вот сегодня у нас новая игрушка. Надо будет... Вот эту я, конечно, убираю, потому что она мягкая. Да и эту тоже. О, как здорово, да? Смотри, как зубы ходят. Жорик сегодня вообще покушал. Молодец. Девочки, буду его как-то стараться, и мальчики, кормить по времени. Потому что у нас ерунда получается. Вот это то, что сказала заводчик. Постоянно корм в миске. Все-таки надо, чтобы он не переедал. Чтобы он кушал 5 раз там. Вообще рекомендуют даже 3 раза кормить. Но мне кажется, 3 раза это сильно мало в таком возрасте, в 3-месячном. Он чаще приходит. Ну вот я вчера заметила, он подходит, берет буквально 2-3 зернышка, по-другому не назовешь эти коринки, эти, как их назвать, не знаю, корминки. Там 2-3 штучки съедает и уходит. То есть это ж, я не думаю, что это можно не считать полноценным кормлением. Ну часто подходит. И вот так вот он туда-сюда. Вот сейчас покушал где-то в 7:30. В следующий раз досыплю часов в 11. Вот доест, там немножко еще осталось. Доест, что там осталось. А уже вот после 11 насыплю еще чуть-чуть. В общей сложности 60 грамм. 57 там, по-моему, на его вес и возраст. Ну, там даже не на его вес. Ух ты, какой мяч, да? Какой классный он все-таки. А ты его боялся. Ты сегодня его распробовал. Он, правда, девчачий, розовый, но ничего страшного. Такой вот. У нас сегодня утро. Спали мы хорошо. Мы сегодня прям... Единственное, проснулся он в начале 2-го. А вчера мы после прогулки, он прямо вообще так набегался. Я же его покупала. Обратите внимание на нашу шерсть. Расчесала. Покупала его вчера. Он как, боже, не стала снимать. Он был такой худой. Но он не сильно худой, он сбитый. Но он похож был на какую-то крыску-лариску. Такой смешной, когда мокрый. Я его в полотенушко замотала. Мне муж говорит, с феном его посуши. Я говорю, ты что, чтобы у щенка случился разрыв сердца? Ты, Господи, убежал. Поменяла ему сегодня пеленочку. То, что он уже ее там отметил много раз за 2 дня. Мы сегодня 3-й день в новых условиях. Ну, скажу вам, на 2-й день он уже прекрасно себя чувствовать начал. В лежанке он не спит. Сейчас тепло, и он спит вот как придется. Получила замечание. Что это такое? Что это такое? Надо срочно пообрезать. У вас еще цветут орхидеи? У меня какие-то цветут. Какие-то уже не цветут, а только растут. Ой, потеряла цветочек. Я обычно люблю подождать, когда вся палочка засохнет. Но
Не всем это нравится. Не все такое любят. Будем обрезать. Что здесь еще из цветущих? Вы знаете, что у меня появился очень ярый поклонник хой, кактусов, орхидей, Жорик. Поэтому все перекочевало повыше. Сегодня он стаканчик, в который высажена талумния, уволок к себе в лежаночку и грыз. Сын обнаружил, вовремя изъял. Так, еще цветет мой, как он называет, Микки Пич. Девочки мне писали, что не очень он им нравится. Ну да, он такой, девчонки, пастельные тона, ну такой на любителя. И вот жаль, что уже начало цветать Мету Драгон Личи. Он такой красавец. Вообще необъяснимо, но факт. Как можно не влюбиться в такую красоту? Здесь еще Метусан цветет. А вот, кстати, Метусан дольше, получается, держит цветочки. Они плюс-минус там в одно и то же время раскрыли бутончики. Девочки, Марина, спасибо. Так классно разрастается вот эта вот растюха. Так мне нравится эта штора, девчонки, вообще. Как она, церапегия. Подождите. Это не церапегия. Я все время забываю, как она называется. Но здесь я положила, и вот она по грунту идет. Ну, скоро будет красивый кустик. Так, вот эта красота у меня еще цветет. Безымяшка. Слушайте, ну вот пришлось переехать даже Дисхидии Авати. Потому что цветовод-любитель Жоржик попробовал листик. Я так испугалась. Думаю, там сразу выделился сок. Надо мне куда-то ее пристроить, чтобы она тут алоказия не мешала, не закрывала свет. Кстати, я совсем про свои алоказии подзабыла. В том плане, что мне некогда. О, наконец-то шкура дракона что-то там сбоку дает. Неужели второй лист? Я буду просто счастлива. Они еще в обработке у меня. Мокрые еще. А злани какая-то несчастная у меня. Тут мой домашний листик, тот отсох. Ну, вроде как все еще бодрячком. Жаклин. Вот новый лист меньше, чем предыдущий. Нехороший знак. Нехороший, что-то ей не схватает. Наверное, девочки, надо будет ее пересадить все-таки в мох. Кстати, я покажу, вам показывала уже. Мы с вами, мы только с вами пересаживали, да? Скальпрум. И вот, пожалуйста, скальпрум так быстро нарастил корней в мхе, просто невероятно, очень быстро. Вот, он у меня загнил, еще мокренько, а вот и остался совершенно без корней. Я его обернула мхом, стаканчик небольшой, вот, пожалуйста. Очень неприхотливое растение, скальпрум алоказия. И вот когда падает, если падает, грунт не рассыпается, чем хорош мох. Так, здесь у меня доцветает уже красота. Девочки писали мне, предлагали названия разные. Возможно, да, возможно, нет, но похоже. Так, а так у меня тут все тишина. Кстати, верхняя полка стеллажа здесь постоянно... О, еще не пересохла. Так, моя красотка вторую веточку растит, полинейра. Это под своим весом прям вот так аж опустилась. Вот красавица. Еще водичка есть. Пьет здоровски. Здоровски пьет. Так. Мой помощник спит. Где-то там подвывает. Уже пора
идти на вечернюю прогулку. Мы его немножко выгуливаем иногда. Я вам показывала, так, все никак не дойду до обрезки, что у меня... Ой, а там 2 цветочка лежит. А чьи это? А, это вот эти, девочки. Это эти уже падают. А я думаю, что тут Жорик колдует. А он тут... Сейчас, кстати, не могу его мячик найти. Куда-то мячик задевал. Так, это в мусор. А он тут собирает цветочки. Тоже отцветать начинает. Руби Даймонд. Красавчик. И вот этот у меня впервые расцвел. Мету Purple Dragon. Вот такой. Ну, есть и запах ягодный. Мне кажется, что он ягодный. Красота. Красавчик. Так, девочки. Хуечки здесь, значит, потому что могут быть съедены. Ну и сейчас хочу обрезать. Включу свет. Хочу обрезать. Снимаем. Это знаете кто? Это такая красивая темная орхидея, которую я не подписала. Немножко хочу ее просушить. Видите, никого нет на этой этикеточке. Никто не живет. Новый листик растет. Освобождаю ее от палочки. И вот я думаю, наверное, обрежу вот до этой почки. Да, вот. Почка пыталась тут что-то изобразить, но я думала, будет цветение на 2 почки, но нет. Так, ну так оставим. Будет у нас задел на следующий сезон, на сезон осень-зима. Может здесь, может выдаст новый цветонос и на старом разбудит почку. Да, правильно? Не будем лишать себя такого удовольствия лицезреть пышное цветение. Так, а это ж моя красотка. Есть у меня ее детка. Она что, высохла уже? Нет, еще влажная. Это мой сплит. Или сплет. Я вечно забываю. Сплит. Ну что здесь? Вот здесь очень странный цветонос вырос. Он вот так вот, видите, много-много почек на нем. Таких вот. Видите, вот. Сначала вот ответвление выросло, и вот так почки. Потом пошли цветочки вот здесь. Я думаю, что я вот до этой живой почки его и обрежу. Ну, как бы, он же не сохнет. Ну, как бы надо его стимульнуть, правильно? То я в камеру смотрю, не вижу докуда. Давайте вот так обрежем. Да? Вот. Это ж почка. Ну, вот здесь вот старый цветонос в качестве поддержки остался. На нем толком... Не, ну есть почки вот. Но он его не разбудил. Я думала, что он разбудит на старом цветоносе почку и процветет. А он почему-то вырастил новый цветонос. Ну, такое решение было принято лично растением. Так, здесь никому ничего больше обрезать не надо. Наверное, нет. Переставила местами, поменяла. Вот все-таки я буду думать, куда мне авату, дисхидию авату, куда мне пристроить. Она там вообще не вписывается, она там загораживает свет всем растениям. Макулатуры насобирался целый короб. Может быть, школьники объявят сбор макулатуры, отнесем, будет больше места. И вот этот вот еще ни разу не показывающий свое цветение фаленопсис пришлось вот сюда поставить. Его
Никто не достанет. Это Мету Princess Red Point. Принцесса Red Point. Не знаю, как цветет. Но она как-то так не очень хорошо росла. Но последний листик порадовал. Все в обработке. В общем, она у меня теперь и здесь сидит. Так, ну с хоечками все в порядке. Мы с вами их недавно смотрели. Ну вот, надо какую-то, я не знаю, надо что думать. Надо все повыше. Там у меня еще в другой локации есть хои, которые на полу. И вот на них товарищ покушается. А, вот здесь еще надо подстричь. Я думаю, где-то у меня еще была орхидея. Это знаете кто? Которой надо подстричь цветоносы. Это мой Лаврентий. Да, Лавруша мой. С новым листом таким шикарным, видите? Вот надо уже пересаживать Лаврентия. Было уже столько корешков. Надо уже скоро поливать, но еще пару дней потерпит. И он так начал ложиться. И вот новая корневая у него растет. И что здесь? Вот он цвел у меня на 2 цветоноса, даже с небольшим ответвлением. И вот отцвел, классно цвел, все сбросил. И вот что будем делать? Будем резать. Раз, два, 3. Так. Ну, что делать? Ой. Так бывает. Что делать с этим цветоносом? Тут было всего лишь 3 цветочка. Еще краешек вроде живой. Может его оставить? Может он дальше начнет расти? Да? Давайте оставим. Слушайте, девочки, ну подскажите. Сога Лоуренс. Может, ему вообще не надо цветоносы обрезать? Может, их потом много, и они доращивают эти фаленопсисы. Он у меня как бы недавно куплен, в прошлом году. Это было его первое домашнее цветение. А ну, подождите, нет. Я обрезала вот. Обрезала я старые цветоносы. Девочки, хриплю. Никак не выздоровлю. Сегодня у меня был английский. Пришлось заниматься онлайн с учительницей, потому что и она заболела, и я заболела. Но у нас немножко по-разному. У нее с температурой, у меня попроще. Но мы вдвоем сидели, как эти, знаете, с платками. Но позанимались. Так, ну вот я... А чего? Ну вот я не знаю, может я зря вот это оставила, да? Слушайте, вот я вот все-таки сомневаюсь насчет этого ответвления. Хотя много почек. Он, кстати, вот этот сплет, это название, кстати, города какого-то, он любит детковаться. У меня уже одна детка от него есть. Я ее где-то посадила там. Видите, он еще не пересажен. Она у меня сидит. Где она у меня сидит? Она у меня сидит в керамзите, не в керамзите, а в плагроне где-то. Слушайте, вот этого надо, конечно, так не поливать. Это мне минус. Это мне надо снять несколько баллов. Люблю я поливать, и смотрите, что я сделала. Сейчас надо это дело просушить, вот просто не поливать, пропустить полив, чтобы погибла вот эта вот грибковость. Там прям чувствуется, что прям влажно, как в подвале. Ну вот, начал расти. Так, ну все, хоть что-то сегодня сделали, потому что сегодня я была целый день в делах. И куча дел, и как у всех у нас. И еще у меня маленький ребеночек, Жорик, с хвостиком. И, в общем-то, и с мамой возня, в общем, как всегда. Я вот еще думаю, что мне надо энциклию кахляту. Девочки, сейчас я вам покажу, какие у нее там корни новые растут. Я вчера вот залезла, мне надо ее пролить, мне так кажется. И так интересно, новая бульба
дала новые корни. А я, знаете, что сделала? Я когда ее получила, помните, я ее или я ее поливала. Не, еще кокос влажный. Смотрите, как интересно. Она ж в кокосе там. Я не стала его разбирать, потому что там корни прям какие-то все сухие-сухие. Я побоялась. А может быть и надо было. И я просто коринок туда насывала, видите? И вот эта последняя бульба, сдается мне, что там, девчонки, видите, цветонос. Вот. Вот, в чехле цветонос. Здесь что-то ничего не получилось в чехле. Листья отпали. Чехол безжизненный. Ну, вот такие они бульбаши. Да, влажные еще. Значит, я поливала недавно. Новая бульба такая. И тут вроде все политы. Ну, мне так стало интересно. Думаю, а как же там увидеть, есть цветонос или нет? Ну, вот он есть. Надо подсветить фонариком на свет. Мне, кстати, недавно одна девочка заказывала хою, но так и не купила. Ну, мастер-класс научила меня делать красивые фотографии хоечек со вспышкой в темноте. Я еще вообще не поняла, как это, что это. Она потом мне объяснила. Так, ну мне кажется, что у меня вот эта красота, которую надо уже пересаживать, уже сухая. Но она не совсем сухая, но такая нормальная еще. Еще потерпит пару дней. Драгон Свити. Мету Гиган Драгон Свити. Видите, какой красавчик. О, вот у него... Не, может, у него не надо цветонос обрезать. Мне кажется, что у метушек не надо цветоносы обрезать. Видите, сколько здесь цветоносов, я их не обрезаю. Вот, кстати, на этой... Боже, надо мыть, потому что все в обработке. Вот у этой орхидеи, у нее один цветонос сам. Он отсушил, и я обрезала. Боже, какая прелесть, смотрите. Да? Класс. И я так поняла, что лучше не надо. И я поэтому оставила. Думаю, что я оставила? Как, в принципе, и у тетрасписа. Видите, у них какие цветоносы интересные. Вот это все были цветочки, по-моему. Да. И вот еще ответвления идут. Ну, в общем, пока они засохнут, ничего не обрезаем. Ну, вот такой алгоритм. Потому что они потом, они вообще не цветут какими-то, знаете, как его поставить, чтобы он не чебурахнулся. Они не цветут такими каскадами. Так, что тут у нас, кстати, на этой полке? Тоже влажный. Ой, детвора пищит. Вот это, кстати, моя фортуна. Помните, я ее искала? Нормально. Пока явно такого корневого роста не наблюдается, но листик уже... Не надо, по-моему, как вот как-то, вот знаете, как в анабиозе сидит. Ничего не растит. Ну, может быть, чуть позже она начнет какое-то движение. И тут немножко неудобно, мне кажется. Так. Здесь надо поливать? Нет. Здесь тоже мокрая, тоже манка. Это я в какой-то раз сильно перелила, девочки. И поэтому развела манку. Ну, значит, немножечко просушим. Сейчас влажность воздуха немалая. Поэтому так. Прям я неравнодушна к этой красоте. Все, друзья мои, всех обнимаю. Если сейчас мой помощник проснется, я вам его покажу в очередной раз. То пока он спыть, и надо быстро убирать, пока он не явился, и все это не попробовал на свой молоденький зубик. Надо вот так это сделать. Он когда подходит на кухне, там нижние стеллажи, нижние полки ему доступны, я ему говорю, нельзя. Он так понюхает, а сегодня прям меня злил и прям брал в пасть. Пастью не назовешь. Мордочку тыкал в орхидеи и прям вот норовил вот так, знаете, ну не здесь, а там на нижнем в кухне, и прям хотел погрызть орхидею. Или он засранец малый.
он ночью будет гулять. Что там рассказывает? Ладно, пускай спит. Чем дольше спит, тем меньше нарушений. Собака моя по шпону. Давай пописим, давай на пеленочку, давай. Собака-барабака. Иди пописи, давай на пеленочку. То все ругаются, что мы с тобой не писим, как положено. Давай, садись. Садись на пеленочку. Ты мой Хлюся, ты выспался? Ты пропустил весь орхидейный движ? Да, пахнет у мамы, да, пахнет. Иди пописи скорее. Кушать будем в 8 часов. Ночью есть не будем, нас все будут ругать, потому что мы с тобой ночью, у нас ночной дожор. Нам нельзя так поступать. Вечером покушаем и все. Пуховки мы не будем грызть. Да, он сегодня меня таскал за сарафан все утро. Вчера мы покупались, я вам говорила. Ну ты сейчас отгрызешь пуговку и все. Давай, иди пописи, я говорю. Ты ж проснулся, все порядочные собачки должны сходить в туалет. Все. Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь, скажи, да? Масянька.